Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы на канале «Сделай сам». В этом видеоролике мы продолжаем потихоньку готовить фундамент для будущей постройки бани. А именно, дам вам в этом ролике полезных советов, лайфхаков, хитростей, которые вам помогут, скажем, немножко доработать ваш фундамент, который будет служить вам многие годы. Также дам пару полезных советов, если вы такой же фундамент будете закручивать под свой частный дом, что можно применить, как можно его немножко улучшить, чтобы увеличить еще глобальный срок службы. Если кратко, в прошлом видеоролике мы делали монтаж винтовых свай. Обязательно, друзья, кто не смотрел этот выпуск, ссылка будет в описании. В монтаже мне помогала компания КЗС, это Королевский завод свай. Плюсы какие? У ребят есть собственное производство, они более 6 лет на рынке, помимо того, что они сами производят сваи, да, они еще занимаются монтажом. И вообще я этой компанией доволен на все 100, и если я буду ставить себе крыльцо, буду делать крыльцо или там террасу, да, то есть, ну и вообще любую другую постройку, я в любом случае буду обращаться к ним, потому что так как они сами производят все эти металлические конструкции, да, начиная от свай, то есть они занимаются заборами, то есть и там много еще чем. У них ценник на эту продукцию намного вкуснее, потому что если поехать на рынок, купить винтовую сваю, неизвестно какого качества, неизвестно как там сварены швы, неизвестно чем покрашены и какая толщина металла, то тут у ребят КЗС все строго по нормативам, то есть есть ГОСТы, стандарты, на них есть документация, ты можешь все проверить и сам убедиться. Поэтому, если вы собираетесь ставить себе свайно-винтовой фундамент, и у вас есть в вашем регионе или где вы находитесь возможность обратиться к ребятам из КЗС, то я смело рекомендую и уверен, вы будете довольны на все 100. Сегодня у нас фронт работы такой, мы немножко подготовим фундамент, подготовим в каком именно смысле. Чтобы нам качественно прокрасить еще раз винтовые сваи, нам надо сейчас тряпочкой вот это все, скажем, напыление глины, земли хорошенько протереть. То есть прокрасить я хочу еще раз укосины, потому что в некоторых местах выступила ржавчина, где-то были какие-то царапки, сколы. То есть винтовые сваи покрашены с завода, как бы все окей, все отлично, но при монтаже бывают какие-то сколы, поэтому все хочу еще раз прокрасить. Также швы сварочные, то есть я хочу дать еще один мощный защитный слой. Также расскажу, почему я ребятам не давал закопать приямки, и в общем все по порядку. Поэтому желаю вам приятного просмотра и начинаем с зачистки свай. Итак, друзья, подготовив все сваи, у нас даже вышло солнышко, это вообще плюс. То есть сваи мы все очистили и можем теперь приступать к покраске. Использовать я буду эмаль 3 в 1. Эмаль называется Аликолор. Это офигительный продукт, и кто смотрел мои предыдущие ролики, то есть по-любому замечал то, что я пользуюсь этой краской. Эмалью. Краской эмалью будем называть своими словами. То же самое, когда мы ездили к бабушке Нине, то есть помогали ставить забор, то есть я смело ее взял с собой, потому что знаю, что это офигительный продукт. Она атмосферостойкая, защищает от коррозии, сама краска экономичная, то есть наносится очень легко, высыхает за 6 часов. И такие краски я в основном покупаю в интернет-магазине «Территория». И если не забуду, в описании оставлю промокод на скидку. Но этот промокод для меня сделан, но те, кому нужны будут лакокрасочные материалы, можете применить, потому что я довольно много закупил разных красок. У меня вся терраса, столбы,
обои в доме, весь фундамент, все обработано этим производителем. Я очень доволен и смело рекомендую. Наносить буду эмаль с помощью кисти, и можно было зарядить бы его в краскопульт, но краскопульт будет наносить тонкий слой, а я хочу жирненько, не жалея, как говорится, чтобы было качественно. Ну и тем более высохнет она за 6 часов, написано это в инструкции. Но погода у нас такая, то солнечная, то прохладная. Я думаю, часиков за 8 она уже покажет себя хорошо. Поэтому меньше болтаем, пока дождя нету, идем обрабатывать. Так, друзья, прошло где-то примерно плюс-минус час, то есть я закончил обработку свай. Сейчас они вот такие черненькие, хорошенькие, гладенькие. Обрабатывал со всех сторон, куда только можно залезть, и таким хорошим жирным слоем. То есть красочку я не жалел, потому что делаем для себя, делаем надежно, и хочется, чтобы служило как можно дольше. Полностью промазаны все оголовки, все сваи, все укосы, внутренние и внешние, площадки снизу, сверху, то есть полностью вплоть до земли. Осталось у нас последний штрих, то есть в данном фундаменте я хочу еще что сделать. Сейчас подумаю, как лучше сюда подвести песок, потому что песок у меня за забором. Сейчас либо в прицеп, либо в кунг, либо в тачку. Посмотрим, как это лучше сделать. Приямки в сваях, для чего я их оставил, то есть чтобы не заполнять тем же самым грунтом, то есть там мелкий камень, глина, все равно весной либо осенью почва двигается вверх-вниз, то есть и по свае вот эта почва будет двигаться, то есть тем самым обдирать лакокрасочное покрытие, то есть и чтобы это как можно минимизировать, то есть все вот эти приямки я хочу засыпать песочком. У меня есть песочек, который я привозил детям в песочницу, там практически нет камушков, то есть этим песочком я сейчас засыплю все приямки. То есть, сначала надо понять, как его сюда привезти. Надо вставку вставить. Не прошло и полчаса, как мы загнали эту шаланду в нужное нам место. Да, езда с прицепом, особенно с задним ходом, да еще в горку, да еще в глину, это вообще жестко. Так, ну ладно, мы, главное, добились цели.
Так, друзья, давайте подведем небольшой итог. Сегодня мы сделали колоссальную работу, потому что спина у меня говорит, что было тяжело. А за сегодня мы полностью почистили все винтовые сваи, то есть от разной грязи и пыли. Обработали их эмалью, хорошей 3 в 1. Дождались неполного высыхания, то есть красочка уже схватилась хорошо, то есть, но еще отпечаточки остаются. Но при этом я полностью просыпал все приямки, полностью засыпал песочком. Песок я не трамбовал, я засыпал с горкой, то есть когда уже будет там дождик, то есть пойдет песочек намокнет, то есть он сам уплотнится, утрамбуется и как раз будет вровень с землей. Поэтому для бани фундамент полностью готов, то есть можно теперь потихоньку собирать денежку, то есть на досочку, и будем потихоньку строить силовой каркас под кровлю. Как бы стоит цель до Нового года это успеть, а там посмотрим. Если вы будете применять, то есть сегодня я сделал необходимый минимум, который я всем рекомендую применять к винтовому фундаменту. То есть таким образом вы увеличиваете срок службы, то есть, я думаю, на десяток лет. То есть если еще это поддерживать, посматривать, может через там 10-20 лет увидите, что красочка уже уходит, то есть можно обновить прям так же по ржавчине и будет вообще супер. Но если прям совсем заморочиться, прям вот глобально заморочиться, что бы я бы посоветовал, как я и говорил, застелить все геотекстилем, отсыпать КамАЗ-2 песка, то есть слой там 5-10 сантиметров подушечку, и сами сваи можно, конечно, раскошелиться, потратиться, купить битумную мастику, разогреть ее, допустим, на паровой бане и кисточкой нанести толстый слой. То есть у вас получится такая жесткая, толстая резиновая гильза. И тогда фундамент будет служить еще дольше. То есть не знаю сколько лет, то есть поживем, увидим, время покажет. Но я уверен, что даже в таком состоянии это уже хорошо. Если закатать это все в битумную мастику, это будет отлично. Это просто жесткий резиновый слой, который вообще не пускает никакую влажность, никакую влагу, то есть там ни кислорода, то есть вы закупориваете полностью винтовую сваю. Поэтому, друзья, надеюсь, кому-то эта информация будет полезна. Стройте дома, не ссыте, не бойтесь. Неважно, кто там что говорит. Там у кого-то там начинают ныть: о, дом сейчас не построить, материалы подорожали. Ну, кто-то хотел там построить 150 квадратов, да, начинает ужиматься, сделал там 100 квадратов. Но люди все равно строятся, и на сегодня реально как бы строителей, то есть стоит огромная очередь, если кого-то вытащить, поэтому даже баню, скорее всего, придется делать самому. Может, конечно, там позвоню напарника, вытащу, то есть, чтобы помог, то есть, скорее всего, буду делать сам, потому что, реально найти сейчас хорошую бригаду, это как бы надо ждать месяца 2-3 очереди. Поэтому, друзья, всем желаю легкой работы. Мне всегда говорят, почему ты там бетон не залил. Я вон песок потаскал, уже спина болит. Берегите свое здоровье, друзья. Никого не слушайте, неважно, кто что говорит. Главное, придерживайтесь своей цели, двигайтесь вперед. И вам я желаю хорошего настроения, будьте добрее и оставайтесь с нами. Поэтому подписывайтесь на канал и, думаю, потихоньку, полегоньку будем продолжать строить баньку. Скоро закончим дом, у меня руки чешутся начать террасу, время покажет, пока говорить ничего особо не буду, все увидите сами. Еще раз спасибо, с вами был Сергей, это канал «Сделай сам». Поставьте лайк, внизу напишите коммент, дополните, может, какие-то полезные советы, я думаю, всем будет полезно. Еще раз спасибо и пока-пока. Пойду теперь прицеп щеткой драить от песка, чтобы было все чисто.